Шокирующая новость потрясла южнокорейский шоу-бизнес этим утром. Атмосфера в здании HYB Labels в районе Йонсан, Сеул, резко изменилась, когда два известных участника группы BTS, Пак Чимин и Чон Чунгук, были замечены входящими в главный зал совещаний с серьезными лицами и тяжелыми шагами. По словам сотрудников, находившихся поблизости, напряжение на этаже было настолько велико, что многие признались, они едва могли дышать. Один из внутренних источников сообщил, что встреча HYBE с Чимином и Чонгуком была далеко не формальностью. Она касалась личного решения, которое артисты приняли недавно, без официального согласования с руководством компании, что вызвало мгновенную реакцию высшего менеджмента. Ситуация сложная. HYBE посчитала необходимым вмешаться напрямую, осторожно сказал источник. Новость быстро разлетелась среди армии, особенно после того, как в соцсетях появились размытые фотографии, сделанные возле парковки здания HYBE. На снимках Чимин идет немного впереди с напряженным лицом, а Чонгук следует за ним, опустив голову в черном худи и маске. Хотя они старались сохранять спокойствие, атмосфера между ними казалась тяжелой и напряженной. Другой источник добавил, что речь шла о личных решениях, которые оба приняли тайно. Хотя официальных заявлений не последовало, в сети начали распространяться слухи, что это может быть связано с личным проектом или графиком, противоречащим планам компании, или даже с тем, что HYBE сочла слишком смелым без предварительного согласования. В HYBE действуют строгие правила. Любое крупное решение, особенно то, что может повлиять на имидж группы или репутацию компании, должно обсуждаться заранее, отметил один из старших сотрудников. Однако больше всего всех поразило выражение лица Чимина, когда он выходил из машины. Это было не просто беспокойство, в его взгляде читалось глубокое волнение. Чонгук, по словам очевидцев, пытался сохранять спокойствие, но его руки несколько раз сжимались в кулаки, будто сдерживая гнев или тревогу. Оба выглядели крайне напряженными, словно понимали, что то, о чем обсуждается внутри, может изменить многое. Совещание длилось почти 3 часа за закрытыми дверями. Никто не знает точно, о чем шла речь. Сообщается, что присутствовал сам Бан Си Хёк, основатель HYBE, и уважаемая фигура для всех участников BTS. Атмосфера была очень серьезной, но сдержанной, хотя некоторые источники утверждали, что в какой-то момент в зале повысились голоса. После встречи Чимин и Чонгук быстро покинули здание, отказавшись отвечать на вопросы сотрудников и журналистов. Запись с камер видеонаблюдения показала, что они ненадолго остановились перед лифтом. Чимин выглядел так, будто хотел что-то сказать, но Чонгук лишь медленно покачал головой и посмотрел прямо перед собой, не произнеся ни слова. Армия немедленно отреагировала. В сети X, Twitter, хэштеги HYBE Explain This и Protect Jimin and Jungkook стали трендом всего за несколько часов. Многие фанаты выразили возмущение, считая, что HYBE оказывает слишком большое давление на двух младших участников BTS. Один аналитик индустрии развлечений отметил, компании вроде HYBE всегда работают по строгой управленческой структуре. BTS — это мировой бренд, и каждый их шаг может иметь огромные последствия. Поэтому подобные проверки вполне оправданы, если решения несут возможные риски. Тем не менее, эмоциональную сторону этой истории игнорировать трудно. Очевидцы сообщили, что после встречи Чимин долго сидел в зоне ожидания, глядя в пол с пустым выражением лица. Рядом стоял Чонгук, молча смотревший в большое окно, выходящее на центр Сеула. Между ними повисла долгая, наполненная смыслом тишина, словно происходило нечто гораздо более глубокое, чем обычные рабочие дела. Спустя несколько часов сотрудник был замечен, когда нес 2 запечатанных конверта из кабинета директора в пиар-отдел. Многие предположили, что это документы, связанные с результатами встречи, однако HYBE не выпустила никаких заявлений. На официальных страницах компании полное молчание, что сделало ситуацию еще загадочнее. Фанаты начали вспоминать прошлые интервью.
Несколько недель назад Чимин говорил, что хочет сделать что-то, что действительно идет от него самого, без ограничений. А Чонгук в прямом эфире признался, что следует своему сердцу, даже если это значит идти по иному пути. Теперь эти слова воспринимаются как предвестники напряжения, которое всплыло на поверхность. Наблюдатели считают, что хайп столкнулась с серьезной дилеммой. С одной стороны, необходимость сохранять целостный имидж бренда BTS, с другой — уважение к личной свободе участников. Речь идет не просто об управлении артистами, писал один колумнист. Это вопрос доверия, принадлежности и того, как крупные компании обращаются с людьми, ставшими мировыми иконами. Источник, близкий к команде BTS, добавил, что проблема была не только в решениях Чимина и Чонгука, но и в том, как они их приняли, слишком закрыто, без предварительного уведомления. Они не хотели конфликтовать, но их самостоятельные действия заставили компанию почувствовать себя проигнорированной, пояснил он. Однако многие армии встали на сторону артистов. После многих лет публичного давления и плотных графиков, по их мнению, естественно, что они хотят иметь личное пространство. Чимин и Чонгук всегда действуют искренне. Все, что они делают, от чистого сердца, написала одна поклонница в сети. Между тем, корейские СМИ начали внимательно следить за их передвижениями. Сообщалось, что Чонгук направился в свою личную студию в районе Ханнам, а Чимин поехал в Каннам, где встретился со старым другом, не связанным с индустрией. По некоторым данным, после встречи в хайп они избегали друг друга несколько дней, но через неделю папарацци сфотографировали их в небольшом кафе на окраине Сеула. Они сидели без охраны, долго говорили, серьезно, но спокойно. По словам очевидца, атмосфера между ними была полна взаимопонимания. Чимин выглядел облегченным, а Чонгук словно принял важное решение. Вскоре после этого хайп выпустила краткое официальное заявление. Мы провели внутреннее обсуждение, касающееся личных решений наших артистов Чимина и Чонгука. Все стороны достигли взаимопонимания, и никаких проблем больше нет. Заявление успокоило часть фанатов, но многие остаются подозрительными. Полагаю, что за этим стоит нечто большее. Теперь, когда буря немного утихла, Чимин и Чонгук вновь появились на публичных мероприятиях. Но внимание к ним стало еще пристальнее. Камеры ловят каждый взгляд, каждое движение, каждую улыбку. Однако больше всего привлекает внимание то, как они смотрят друг на друга на сцене. Не как коллеги, а как люди, прошедшие через что-то тяжелое вместе. «Они, возможно, никогда не расскажут подробностей», — написала одна фанатка. «Но мы знаем, что они сильные, они понимают друг друга лучше всех». И, возможно, в этом вся суть. За блеском славы скрывается человеческая история. О двух людях, которые осмелились взять под контроль собственную жизнь, даже когда весь мир пытается решать за них. До сих пор никто не знает, какое именно личное решение заставило хайп вмешаться напрямую. Но ясно одно: отношения между Чимином, Чонгуком и компанией, которая вырастила их, находятся в самой тонкой и хрупкой точке. Мир ждет, армии ждут. И без сомнения, каждый их следующий шаг станет частью большой истории, которую они продолжают писать вместе, в тишине, с силой, которую понимают только они.